Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Становитесь спонсорами проекта. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Генетика – штука загадочная. По ее причуде, мелкая козявка типа грызуна может оказаться родственником слона, но порой природа подкидывает великим умам обратные фокусы. Встречайте Нанду, птицу, которая подозрительно напоминает страуса, но на самом деле она не страус. Нанду – род и семейство нелетающих птиц из отряда нандуобразных, обитающих в Южной Америке. Обыкновенный нанду или большой нанду или северный нанду – это крупная птица-эндемик открытых пространств Южной Америки. Нанду не летает, однако на бегу может развивать скорость до 60 км в час. Чтобы понять генетический троллинг, необходимо узнать нашего героя поближе. На своей родине среди пернатых нанду снискала себе статус самой большой и самой сильной птицы. До всемирного рекордсмена страуса им еще далеко, но 1,5 метра роста и 40 килограмм веса тоже неплохой результат. Крылья довольно длинные, птица использует их для удержания равновесия во время бега. На конце каждого крыла имеется ноготок. Как правило, самцы более темные, чем самки. В гнездовой период имеют темный ошейник в основании шеи. Кстати, среди нанду часто попадаются альбиносы, особи с белым оперением и голубыми глазами. На внешности сходство нанду и страуса не заканчиваются. Как и страус, нанду живут небольшими группами по 10-30 особей. Образ жизни заключен в вечном праздном бездействии и щипании травы. От африканских марафонцев нашего героя отличают лишь декорации. Вместо львов нанду гоняют пумы, а вместо саванны пернатая двуногая любуется южноамериканскими прериями. Обычно нанду едят траву, семена и беспозвоночных, но когда на обед попадается улов покрупнее, отказываться они тоже не станут. Нанду с удовольствием поедает клубни и части растений, содержащие колючки. Как и многие другие виды птиц, нанду вместе с пищей проглатывает мелкие камешки, которые принимают участие в пищеварении, перемалывая содержимое желудка. Даже в деле, где фантазия просто необходима, нанду практически полностью скопировали обитателя Африки. Мы говорим про размножение. Птахи собираются в гаремы. Так как ничего выдающегося у самцов нет, они привлекают дам танцами с бубном и песнями. Сделав дело, девчонки идут гулять смело, а вот будущие папаши после бурной ночи, в отличие от самочек, превращаются в хозяюшек и начинают обустраивать гнездо. Возвращаются самочки-феминистки уже с яйцами. Самец разрешает ей снести от 12 до 30 яиц, после чего к гнезду дам они не подпускают. Больше мамочки своих деточек не увидит. Отец забирает отпрысков себе, лишив самок всех родительских прав. Зачастую самцы выращивают даже не своих детей. Гулящие самочки приносят потомство от других самцов, возвращаясь в гарем к своему партнеру с чужими яйцами. На протяжении 1,5 месяцев папаши высиживают свои яйца. Простите за каламбур. Забота о вылупившихся птенцах лежит исключительно на их плечах. Благо, что родительский груз обременяет птицу недолго. Уже через 3 месяца нандята вырастают до размеров взрослой особи. Кстати, нанду весьма полезные животинки. Их нередко содержат на фермах, где выращивают культуры, к которым они неравнодушны, например, на полях зерновых либо в эвкалиптовых рощах. Причина этого состоит в том, что нанду в больших количествах поедают крупных беспозвоночных, приносящих
наносящих вред сельскому хозяйству, саранчу, кузнечиков, клопов и тараканов. Раньше нанду нередко становились объектами охоты, но сейчас все поутихло. Их мясо и яйца вполне съедобны и даже вкусны. Перья широко используются для украшений, жир в косметике, а для всякого рода поделок может служить кожа и скорлупа яиц. Есть интересный факт, связанный с нанду. В Германии образовалась интродукционная популяция большого нанду. В 2000 году с птицефермы близ немецкого города сбежало 6 птиц, которые переплыли реку и поселились в сельскохозяйственных угодьях Мекленбурга. Птицы освоились и стали успешно размножаться. В 2008 их было 100 штук, в 2018 уже 600, причем более половины годовалые экземпляры. Местное министерство сельского хозяйства распорядилось просверливать их яйца для регуляции численности. Но, несмотря на это, популяция нанду в Германии продолжает разрастаться и кормиться на рапсовых и пшеничных полях местных фермеров. Так что, возможно, у Германии скоро появится еще одна проблема с иммигрантами. А теперь вопрос, чего такого все-таки в нанду необычного? Страус страусом, только с американской пропиской. Да, действительно, это чудо в перьях напоминает всем известного африканского бегуна, как внешностью, так и поведением. Только вот родичи нанду и страус друг другу такие же дальние, как кошка-собаки. Прикол в том, что два абсолютно не связанных друг с другом отряда превратились в примерно одинаковое нелетающее нечто. Каким образом, ученым до сих пор неизвестно. В очередной раз природа преподносит нам универсальный урок. Внешность обманчива. Даже тот, кто снаружи, казалось бы, очень похож, может быть абсолютно другим внутри. Итак, теперь мы знаем про американского недострауса, но есть еще и австралийский эму и гигант из Африки. Хотите ролики про них? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!